Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами, на двух спицах связаны. Вот такая вот у меня модель сегодня. На размер они у меня вышли 38. В процессе вязания по размерам буду говорить, где сколько добавить, где прибавить. На меньший размер на 1-2 ряда будем уменьшать и на 1-2 петли, и на больший размер увеличивать. Модель не сложная, на ноге сидят хорошо, все примерила. Вот так вот, значит, для вязания сразу скажу, вот у меня остатки здесь были. Этот моток был не полный, надеюсь, мне хватит этой пряжи. В 100 граммах 240 метров и белый у меня 250 метров. Марка одна и та же, я вяжу, это турецкий акрил, иногда 240 метров пишут, иногда 250. Спиц у меня номер 2,5, если взять спицы номер 3, размер увеличится. Вот вам хочу показать еще одну пару. Это я вязала спицами номер 3, они у меня вышли на 39 размер почти. Вот до 39 они свободно вот растягиваются. Смотрите, сегодня я буду вязать, вот середина коса у меня будет основным цветом. Также можно провязать вот белым цветом. И обвязка у меня разная. Найди 7 различий называется. Здесь я обвязала крючком, а здесь, как обычно, я вот бейка люблю обвязывать. Так что обвязку тоже можно сделать по-разному. Значит, перехожу сразу к вязанию. Перехожу к вязанию. Сначала я замерю весь следок, сколько у меня получился в сантиметрах. Полностью 23 сантиметра. Вот до пятки 21. Пускаю на растяжку. Это платочная вязка, все лицевые петли хорошо растягивается. И в ширину, ну потом отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. В ширину полностью весь, смотрите, до обвязки 10 сантиметров, да? Вот так вот. Значит, как я буду вязать? Вязание начну с боковой части. Что у меня все падает. Сначала провяжу правую сторону, сделаю здесь укороченные ряды, потом сделаю вторую сторону, потом косой соединю две половинки. Вот так вот буду вязать, потом перейду к подошве и закончу пяткой. Все просто. Значит, теперь сейчас я вяжу вот эту вот сторону для вязания спицы номер 2,5. Я набрала, смотрите, сразу вот уже готовая. Здесь лицевые петли. Я набрала 23 петли. И провязала высоту, длину до начала, мыс назовем, наверное, да, до начала укороченных рядов провязала 23 полных ряда. По зубчикам, по изнаночным дорожкам я вот их считаю, 23 изнаночных дорожки. Значит, если размер маленький, 36 оставить 22, если 39, 24, 25. Ширина какая у меня сейчас? 7,5 здесь, да? Но опять же, можно провязать одни, связать как образец, и уже будет более понятно, где вам придется сколько добавить или убавить. Значит, провязали. Теперь так, 7,5 ширина еще раз, и длина 8, да, чуть-чуть больше. Далее подвязываю белый цвет и начинаю делать укороченные ряды. Подвязала белый цвет. Сейчас первый ряд, лицевую изнаночную сторону, я провяжу без убавок. А со второго ряда я уже начну убавлять. Немножко не так вначале сказала. Значит, сейчас белый цвет подвязала. И 23 петли провязываю до конца белым. Развернулась по изнаночной стороне. Опять вернулась в конец ряда. Изнаночную провязываю. Ой, кромочную провязываю изнаночной. Довязываем сейчас белым ряд до конца. Каждые 2 ряда я буду менять цвет. 2 ряда провязала белым, 2 ряда основным цветом. У меня вот такой темно-розовый. Довязали до конца ряда. Я цвет меняю в конце ряда. По изнаночной стороне я последнюю петлю провязываю новым цветом. Теперь перешла на лицевую сторону. Следующий ряд вяжу, не довязывая одной петли, вернусь обратно. Потом опять поменяю цвет, опять вяжу, не довязывая одной петли, то есть уже у нас останется 2, вернусь обратно. Первую снимаю, опять все то же самое, все вяжем лицевыми, вяжем, пока останется одна петля на спице. Довязываем до конца. Так,
Так, осталась одна петля, все, разворачиваемся и продолжаем вязать лицевыми петлями. Значит, здесь убавки не довязываем по одной петле, поэтому можно просто продолжать вязать. Сильно дырок не будет. Вот здесь я так вязала, смотрите. А в этой паре я уже вязала с накидами. Две стороны у меня по-разному связаны. Можно просто снимать петлю, перетягивать. Очень много приемов, как делать укороченные ряды. Можно петлю обкручивать, но опять же говорю, здесь всего лишь одна петля. Значит, я буду вязать в этот раз. Вот делаю такой накид, подтягиваю. Одну петлю я оставила, накид сделала. И следующую петлю провязываю, и оставшиеся петли я провязываю все до конца лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Довязываю ряд до конца розовым цветом. В конце ряда я меняю цвет на белый, перехожу на лицевую сторону, перейду и буду делать все то же самое. Ой. Так, довязала ряд до конца. Изнаночная сторона, поменяла цвет, перешла на лицевую сторону. Следующий ряд вяжу белым цветом. Опять вяжу до конца, пока не останется. Одну петлю мы оставили, еще одну. Так, довязываем. Так, довязала до конца, смотрите, здесь легко ориентироваться. Этот ряд у нас белым, значит, вот она, розовая петля с предыдущего ряда, мы оставляем по одной петле. Потом, кто видео смотрит скачками, сразу скажу, это не две петли, это одна петля, просто она у меня с накидом. Постоянно такой вопрос, почему у вас здесь две петли. Это у меня одна петля, но я ее с накидом делаю. Вот первую петлю мы оставили в розовом ряду белого цвета. Теперь ряд белым цветом мы оставляем одну петлю. Какого цвета? Розового. С предыдущего ряда оставляем одну петлю. Все. Развернулись. Провязываем все петли до конца белым цветом. Вяжем до конца ряда. Довязали ряд до конца, все то же самое. Я цвет поменяла, сильно здесь не затягивайте. Перешли на лицевую сторону. Опять у меня розовый цвет. Провязываю и оставляю здесь вот одну белую. Так я буду вязать, пока у меня на спице не останется 4 петли, потом к вам вернусь. Значит, вяжем, не довязывая по одной петле, возвращаемся. Каждые два ряда меняем цвет. Давайте еще вот пройду. Значит, провязываем. Я видео останавливаю, потому что все 20 петель на видео вязать, ну, как-то утомительно. Все провязываем лицевыми. Ну, вот довязала. Так, что у нас здесь? Одна петля с предыдущего ряда белую мы оставили. Развернулись. Опять я делаю накид, подтягиваю его. Первую провязываю также лицевой. И все оставшиеся петли до конца вяжу лицевой. Перехожу на лицевую сторону, разворачиваю вязание, меняю цвет. И продолжаю вязать, не довязывая одной петли. Возвращаюсь обратно. Значит, вяжем, пока не останется 4 петли. Можно даже 3 оставить петли. Ну, я оставила 4. Пришла я к последнему ряду, довязываю сейчас последние 4 петли. У меня основной цвет. Всего по полоскам давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И сейчас будет 20-я полоска. У меня первую сняла, считаю с кромочной. 1, 2, 3, 4 петли. Все, 4 петли у меня осталось. Белую одну оставляю.
довязала. Все, боковая сторона у меня закончена почти. Теперь далее я сейчас белым цветом провяжу 2 ряда лицевыми петлями. И потом еще 2 ряда розовым цветом. Вот так вот я сделаю. Теперь сейчас все петли провязываю белым. 23 петли провязываю. Первую снимаю, провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Теперь я вязала с накидами. Теперь вот этот вот накид я провязываю вместе со следующей петлей. Вместе провязала его, подтянула. Опять у меня идет здесь накид, я его провязываю со следующей петлей. И так до конца. Через одну петлю я вязала, у меня были накиды, убавки делала через одну петлю. И теперь я накид провязываю вместе со следующей. Так довязываю ряд до конца. Довязываем до конца. Так, и последний вот здесь накид и кромочная. Я здесь последнюю петлю провяжу изнаночная, как кромочная будет. Все, провязала. Теперь по изнаночной стороне возвращаюсь лицевыми петлями. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И здесь 3 петли осталось, все на месте. 23 петли. Все, развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю, все петли провязываю белым цветом до конца лицевыми. Не растягивайте, вяжите плотненько, аккуратненько. В конце ряда я поменяю цвет и еще 2 ряда провяжу основным розовым цветом. Развернулись на лицевую сторону. Далее провязываем все петли розовым лицевыми и по изнаночной стороне возвращаемся также ряд розовыми лицевыми. Ну или какой у вас там другой цвет. Довязываем ряд до конца, кромочную провязываю изнаночной и поворачиваемся, провязываем по лицевой стороне, и на этом эта половинка будет закончена. Так, все, закончила вязать. 2 ряда провязали. Вот такая вот деталь у нас получилась. Здесь я нитки обрежу, потому что вязание будет продолжаться у меня на второй стороне. Так, обрезала. Белый можно узелок спрятать, подвязать, а розовый мы потом подвяжем, когда коса у нас будет вязаться. Так, полностью вот эта вот деталь. Ну, это же все растягивается, как бы вам тут померить. Ну, смотрите, ну вот, до последней петли 17 сантиметров, до последней, даже 16 с половиной, ну вот, подтянула чуть-чуть 17. Вот так вот, так, довязали. Оставили эту деталь теперь в покое. Вторая половина. Проделываем все то же самое, только в обратном порядке. Смотрите, сейчас я точно так же провязала, набрала 23 петли, провязала основным цветом розовым 23 ряда, плюс 1 ряд белым. И теперь начинаю делать опять укороченные ряды, убавки. Здесь мы делали вот внутренняя сторона у нас с этой стороны, а здесь будем вот с этой стороны делать. Вот, друг на друга вот они будут смотреть вот так вот. Все, а так все то же самое. По одной петле сейчас будем убавлять. Так, это я уберу. Значит, белым цветом провязали. Теперь, что мы делаем дальше? Перехожу на основной цвет. Меняем каждые 2 ряда. Первую здесь петлю я просто снимаю. Здесь я петли буду просто перебрасывать. Значит, первую вот сняла, недовязанная она у нас, да? Провязываем 22 петли, получается, до конца ряда. Все провязываем лицевыми, кромочную провязываем изнаночной. Довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, развернулись. По изнаночной стороне опять провязываем все петли лицевыми. Первую снимаю и провязываю все до конца лицевыми.
Так, осталась одна петля. Вот оставляю еще одну петлю. Перешла на лицевую сторону. Теперь я здесь вот нитки просто перебрасываю. 2 петли теперь у нас осталось. И продолжаю вязать. Белым цветом поменяла цвет. Продолжаю вязать. Так, 2 петли осталось. Значит, было 23, должно быть у меня 21, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все правильно. Довязываем теперь белым цветом до конца ряда. Все лицевыми по изнаночной стороне. Опять возвращаемся, не довязывая одной петли. Разворачиваемся на лицевую сторону. Меняем цвет и продолжаем вязание. Так, довязываем до конца. Довязали ряд до конца, изнаночную, кромочную провязала изнаночной, развернулась на изнаночную сторону, первую снимаем, провязываем все лицевыми, и вот теперь, не довязывая 3 петель, опять оставляю одну петлю, белую теперь, разворачиваемся на лицевую сторону и продолжаем вязать контрастным цветом. Оставляю одну петлю недовязанной, развернулась, нити здесь теперь просто перебрасываю, и теперь у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 петель. На одну петлю в каждом ряду уменьшаю, не довязываю. Здесь подтянула ниточку, продолжаем вязать. Опять вяжем все все то же самое, провязываем все до конца лицевыми, разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем лицевыми петлями, не довязывая одну петлю, опять разворот на лицевую сторону, поменяли цвет и продолжаем вязать точно так же, пока не останется такое же количество петель. У меня осталось 4 петли, если у вас осталось меньше, значит меньше будет. Изнаночная сторона, развернулись, мы провязываем все то же самое. Опять не довязали, вот одна петля у нас не довязанная. Они у нас чередуются, смотрите, белая, розовая. Одну петлю оставили, развернулись. Можете здесь вешать маркер, чтобы не обсчитаться, если кому как удобно. Все, развернулись. Вот здесь такая косичка будет образовываться. Убавили, не довязали одну петлю, все подтянула, опять продолжаю вязать. Теперь белым цветом 2 ряда, довязываю до конца, изнаночную опять провязываю все лицевыми, не довязывая одной петли по изнанке. Я разворачиваюсь на лицевую сторону, меняю цвет и продолжаю вязать укороченными рядами. Укорачиваю по одной петле, еще раз, 3-й раз повторю. Так, довязали. Изнаночная сторона, развернулись, первую снимаем, провязываем опять все лицевыми, опять оставила одну петлю, развернулась, нити здесь перебросила просто. Все, продолжаю вязать. Значит, сейчас я также убавлю до 4 петель, как у меня было с той стороны. К вам вернусь и пойдем вязать дальше. После того, как убавим до 4 петель, все то же самое провяжем 2 ряда белым и 2 ряда лицевыми розовым основным цветом. Так, вяжем. Вот они у нас убавленные петли. Вот ряд. Вот она, изнаночная сторона. Закончила делать убавки, осталось вот у меня 4 петли, точно так же, как на той стороне, 20 полосок вот этих вот цветных. Теперь далее нам нужно провязать опять вот одна изнаночная дорожка, то есть 2 ряда белым и 2 ряда розовым.
Так, что мы теперь сделаем? Теперь сейчас я здесь ниточки переброшу, потому что здесь у нас получилось в конце ряда. Перенесу вот эти вот петли. Последнюю провяжу белым цветом. И по изнаночной стороне буду провязывать изнаночными петлями. Вот так вот получается на этой стороне. Весь ряд до конца провяжу изнаночными. И по лицевой стороне также я провяжу изнаночными. И потом еще 2 ряда розовым цветом тоже буду провязывать изнаночными. Так, довязываем ряд до конца. И по лицевой стороне возвращаемся изнаночными. Довязали ряд до конца. Белый больше не нужен, да? Можно обрезать. Последнюю петлю перехожу я на розовый цвет. Провязала. Теперь изнаночная сторона, хвостики потом опрячем, позавязываем. Опять первый снимаю, розовый цвет. Опять все провязываю до конца изнаночными. И по лицевой стороне возвращаюсь опять изнаночными. Все. Довязываем изнаночную сторону и лицевую. Я к вам вернусь. Все, закончили мы вязать вторую половину. Теперь вот что у нас в итоге получилось. Вот такие вот 2 половины. Теперь нам сейчас это дело нужно все соединить. Соединю я вот такой вот косой. Коса у меня будет состоять из 12 петель. Значит, 8 петель средняя часть, 8 лицевых петель. По краям по одной изнаночной и по одной кромочной. 8, 9, 10, 11, 12. Теперь я сейчас, значит, продолжаю, нитка осталась. Набираю 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь вот эту вот ниточку, хвостик, и вот этот вот хвостик нужно связать. Так, все, хвостик я подвязала. Теперь смотрите, что у нас получается. Вот это вот средняя часть и вот 2 половинки. Сейчас по изнаночной стороне я провяжу по узору 1 ряд, 2 ряд по лицевой стороне, опять по изнаночной, и начну вязать косу. И кромочные петли я буду соединять вот с петлями на спице. Значит, здесь первый ряд. Сейчас я кромочную здесь сниму. Мы только его набрали, этот ряд. Сразу вяжу по узору. Это изнаночная сторона, поэтому после кромочной первую провязываю лицевой. Далее 8 петель провязываю изнаночными. Вот здесь аккуратненько, чтобы это все не слетело. Провязываем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 8. Провязали 8 изнаночных, 1 лицевая и последняя кромочная. Соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе. Я провязываю изнаночной петлей. Подтягиваем здесь первая петля, подтянули. Теперь разворачиваемся на лицевую сторону. Первую снимаем. 1 изнаночная далее. Вяжем по узору. 1 изнаночная, 8 лицевых. Восемь лицевых провязали, опять 1 изнаночная и кромочную я соединяю с петлей с боковой спицы. 1 изнаночную провязали, кромочную соединила, 2 петли вместе, лицевой петлей соединила. Развернулись на изнаночную сторону, первую снимаем, вяжем по узору 1 лицевая, 8 изнаночных,
1 лицевая и кромочную мы соединяем. Одну лицевую провязали, последняя петля у нас кромочная и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Соединили все. Теперь следующий ряд делаем косу. Первую кромочную сняли, 1 изнаночная провязали, 4 петли переносим за работу на спицы, сняли 1, 2, 3, 4, провязали 4 петли лицевыми, а потом 4 петли со спицы. 1, 2, 3, 4 провязали. Теперь можно сразу со спицы провязывать или же опять их перебросить на спицу. Так, теперь провязываем со спицы петли. Провязали. Далее у нас идет 1 изнаночная. И вот она кромочная. Мы провязываем с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Все, вот так вот средняя часть. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону. Далее перекресты я буду делать через 5 рядов. Изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И получается в 6-м по лицевой стороне я буду делать опять новую косу. Значит, сейчас я провязываю, отсчет начинаю с изнаночного. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов. Сейчас провязываем по узору. По изнанке, по лицевой стороне мы вяжем по узору. Изнаночные над изнаночными. Лицевые петли над лицевыми. И кромочные петли мы соединяем с петлей с боковой спицы. Провязали. Довязали до последней, до кромочной. Здесь 2 петли вместе по изнанке мы провязываем изнаночной петлей. Так, первый ряд провязала, второй по лицевой. Первую сняла, опять вяжем по узору, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1 изнаночная и кромочную соединяем. Так, второй ряд по лицевой стороне провязала. Последняя петля по лицевой стороне и петлю с боковой спицы 2 вместе провязываю лицевой петлей. Вот так вот у нас начинает вырисовываться. Теперь перешли на изнаночную сторону. Третий ряд продолжаем вязать по узору до новой косы. Вяжем. Так, довязала я до новой косы. Вот он у меня 5-й ряд по изнаночной стороне. Закончила. Теперь перехожу на лицевую сторону. Продолжаем вязание и делаем косички, перекресты. Первую опять снимаю кромочную. 1 у нас изнаночная идет. Далее 4 петли мы переснимаем, оставляем за работой. 4 петли провязываем. Один, 2, 3, 4. Провязала. Теперь 4 петли со спицы провязываю. Можно не переснимать, а прям со спицы провязывать. Все, косу новую сделали. Далее 1 изнаночная и кромочную мы опять соединяем. 2 вместе провязываю лицевой. Все. Значит, так будем сейчас вязать. Опять перешли на изнаночную сторону. Все провязываем по узору. 5 рядов я провязываю. И по лицевой стороне делаю новую косу. Буду так вязать, пока у меня вот соединю все петли до конца. Там в конце закроем петли потом, после того, как соединим. И перейдем к подошве. Так, 1 лицевая и последнюю соединяю. Вот так вот. Вот это вот все у нас соединится. Такая вот полоса у нас будет.
Значит, вяжем, заканчиваем центральную часть. Заканчиваю я вязать косы. Все, последний ряд у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас вот 8-я коса, как раз у меня она попала на последний ряд, на 8-й. Но я ее сейчас закрою. Хотя можно этого и не делать, но чтобы здесь не было сильно широко проем, я ее закрою и сразу закрою петли. Вот такая вот деталь у нас получилась. Теперь, если у вас получилось так же, как у меня, значит, сделаю сразу сейчас перекрест и петли буду закрывать. Так, закрываю сразу петли. Одну провязала и протянула через предыдущую. Закрыла. Теперь далее сразу косу сделаю и закрою. 1, 2, 3, 4 петли перенесли. Теперь провязываю 4 петли и сразу закрываю я их. Провязала и закрыла. Провязала и закрыла. Вот так вот. Далее точно так же провяжу 4 петли со второй спицы. Сейчас я их перенесу обратно. Перебросила их на спицу и продолжаю. Провязываю и закрываю. Ах, слетела. Да что такое, ну? Закрываю. И осталось последние 2 петли. Я их вместе соединяю. И тоже вот протянула через предыдущую петлю. Все, закрыли. Теперь вот эти вот петли мы потом будем поднимать, когда будем делать обвязку. Если крючком, значит просто вот вводим. Вот такая вот середина. Все, деталь готова. Теперь далее что я делаю? Значит, сейчас обвяжем по краю, по всему. Наберем петли. Провяжу 3 ряда и перейду к подошве. Так, количество петель, смотрите, до начала, вот эта вот часть, боковая часть, у меня вышло 44 петли. Потом, вот начиная от белого, вот эта вот часть у меня 16 петель. 12 посередине, 13, 14, 15, 16 и 44 здесь. И всего это получается 104 петли у меня получилось. Так, здесь подвязываем ниточку вот в край в самый. Под ведушки ввожу крючок, набираю петлю, ввела крючок, набрала, переношу на спицу. Так по одной наберу все петли. Вот я набрала 44 петли по краю. Теперь перехожу на центральную часть. Набираю, вот здесь у меня будет 16, вот от белой до белой. И на второй стороне такое же количество петель. Если вы ряду вязали больше или меньше, то боковая часть, количество петель у вас может отличаться. Так, набираю вот здесь вот аккуратненько, чтобы красиво здесь было впереди. 1, 2, 3. Здесь надо подхватить под 2 дужки, чтобы заходила, чтобы дырок не было. Поэтому вот где она тут, вторая дужка у меня, здесь нитку связывала. Угу. Пролезли. 1, 2. 3. 3, 3, 6. И здесь у нас получается 12 сейчас наберем. Ой, подождите, 12, 10. По 3 с боковой стороны и посередине 10, 8, 9, 10, 16 петель у меня всего вышло. 1, 2, 3,
4. Теперь далее из косы набираю 8 петель. Здесь петля в петлю, вот так вот набираем. Наберем 8 петель и опять одну, и здесь 3, всего 16. Так, здесь я растягиваю, чтобы было более понятно, куда вводить крючок. Все, наберем и обратную сторону точно так же. После того, как набрали все петли по всему краю, по изнаночной стороне провязываю я лицевыми весь ряд, кромочную провязываю изнаночной. Далее провяжу еще 2 ряда по лицевой стороне и по изнаночной стороне. Так, провязала, я перешла на круговые спицы. Так, вот так вот. Я провяжу сейчас один ряд изнаночными петлями, и по изнаночной стороне я вернусь изнаночными. Можно провязать 3 ряда просто лицевыми петлями. Я провязала вот так вот, лучше выглядит. Значит, у меня будет 3 ряда. Если размер маленький, 36, оставьте пару рядов всего. Потом я нить обрежу и перейду сразу на подошву. Значит, сейчас я провяжу 2 и 3 ряд, к вам вернусь и будем вязать подошву. Провязываю все изнаночными, и по изнаночной стороне также вернусь изнаночными. После того, как закончили обвязывать следок, теперь я здесь вот нить обрезала, подвязала ее к середине, начинаю вязать подошву. Подошву начинаю вязать на средних 8 петлях и буду ее расширять. Значит, у меня с этой стороны получилось сколько? 48, здесь 48 и здесь 8. Теперь подошву буду вязать всю платочной вязкой, лицевыми петлями, кромочные петли буду соединять. Сейчас первые 8 петель я провязываю лицевыми. Провязала. Теперь развернулась, нить перевела. Развернулась на изнаночную сторону, первую снимаю, провязываю оставшиеся петли также лицевыми и одну петлю добавляю с боковой спицы, расширяю. Было 8, стало 9. Так, довязываем до конца. Одну петлю лицевой провязала, добавила, подтянула хорошо здесь. Опять перешла на лицевую сторону, все то же самое. Первую снимаю, оставшиеся петли провязываю и одну петлю добавляю с боковой спицы. Так я буду вязать, расширять. У меня всего будет 14 петель. Значит, количество петель по подошве зависит от вашего размера, от полноты ноги, от плотности вязания. Я набрала сначала 12 петель, мне показалось узко. Ну, вот я вяжу плотно, может быть, поэтому. Поэтому вот смотрите, на, допустим, 39-40, может быть, и 16 можно будет набрать. А на маленький, на 36 12 достаточно, может быть. Вот добавили одну петлю, опять развернулась. Первую снимаю, провязываю оставшиеся петли до конца и одну добавляю с боковой спицы. После того, как расширили подошву, продолжаю вязать лицевыми петлями. И теперь последнюю петлю и петлю с боковой спицы я 2 вместе провязываю лицевой петлей. По лицевой стороне она будет как изнаночная. Также можно соединять изнаночной петлей, и по лицевой стороне будет просто как косички. Это уже по вашему желанию. Можно изнаночной соединять, можно лицевой петлей соединять. Так, провязала я 2 вместе, нить перевела за работу, вот так вот перетянула. Далее первую снимаю, опять теперь провязываю все до последней петли, петли подошвы.
И последнюю петлю соединяю с петлей со спицы с боковой. 2 вместе провязываю. Так, довязала. Довязала, вот последняя петля. 2 вместе я соединяю, провязала, лицевой подтянула, нить наперед перевела, вот так вот. Все, далее опять я первую снимаю и продолжаю вязать лицевыми петлями, и боковые петли соединяю. Значит, так буду вязать, соединю до последней петли. К вам потом вернусь, будем вязать дальше. Так, довязала последняя петля с боковой спицы, 2 вместе соединила. Так, что у нас тут получается? Вот начало. Вот так вот это все будет выглядеть. Значит, сейчас вяжем подошву, соединяем все петли до конца, встречаемся. Закончила вязать подошву, соединила все петли. Пришла вот в начало ряда, здесь у меня осталась 1 петелька. Теперь далее я перехожу пятку, буду продолжать вязать. Так, что у нас здесь получилось? Вот так вот это все выглядит. Теперь для вязания пятки я сейчас наберу по боковым сторонам петли. Это для удобства, так легче будет присоединять. И пятка тогда лучше сидит, как по мне, в моем мнении. Значит, что я сделаю? Наберу, вот сначала здесь я закончила, с правой стороны наберу, у меня вышло 23 петли, вернусь, провяжу петли набранные, петли подошвы и наберу со второй стороны, и потом начну закрывать петли крайние по пятке. Так, опять крючком под 2 дужки ввела, вытащила петельку, набрала подкромочные. Вот 2 по одной набираю, и обратный ход я провяжу изнаночными петлями. Захватили, набрали. Так, набираем, провязываем. Так, набрала петли и возвращаюсь, провязываю все изнаночными. Провязала. Теперь центральная часть у меня шли лицевые петли, провязываю лицевыми, и осталась у меня 1 незакрытая петля, я ее закрою. Петли подошвы провязываю лицевыми, и точно так же наберу на второй стороне петли и по изнаночной стороне провяжу лицевыми, а потом уже перейдем, будем вязать пятку точно так же, как мы вязали подошву, тем же самым методом, лицевыми петлями, и боковые петли будем соединять. Так, довязываем. Так, последние 2 закрыла. Теперь продолжаю также. Теперь набираю на этой стороне. Наберем до конца и по изнанке провяжем. Развернулись на изнаночную сторону, набранные петли провязали здесь лицевыми по изнанке. Далее перешли на подошву, которая у нас переходит на задник, на пятку. Также 14 петель у меня. Провязала все лицевыми, и 14-ю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2, 4, 6, 8, 10, 13, и вот она 14-я. 2 вместе. Также я провязываю лицевой, точно так же соединяю, как вязала подошву. Перешла на лицевую сторону, все то же самое. Теперь вяжу первую, снимаю, оставшиеся петли до 14 я провязываю лицевыми, и последнюю петлю соединяю, провязывая 2 вместе. Так, вот она, последняя петелька, и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю.
Все, так будем вязать опять, пока у нас не закончатся все петли на спице. Подтянули, перешли на изнаночную сторону, первую снимаю, опять до конца провязываю все лицевыми. Довязала до последней петли. Смотрите, что я сделаю вот сейчас в начале один раз и в конце один раз. У меня по боковой стороне 23 петли. Это для подъема пятки немножко высоковатая вот пятка, поэтому я один раз в начале, один раз в конце закрою не 2 петли, а вот 3 петли. Убавлю вот так вот один ряд побольше. Убавили один раз здесь. Сняла, опять провязываю до последней и в конце один раз тоже закрою 3 петли вместе. Довязала до последней петли. Здесь то же самое, что я делала в начале ряда, не 2, а 3. Провязали. Все, далее продолжаю вязать и соединять, как обычно, по 2 петли. Одна петля кромочная, одна петля с боковой спицы, по 2 вместе соединяем. Первую сняли. Все, один раз я так сделала. Ну и в конце, в самом конце, там тоже по 3 петли провяжу. Значит, сейчас я буду так вязать, не довязывая 6 петель вверху. С каждой стороны я сделаю убавки. И у меня всего останется 8 петель на спице вот здесь. Там я к вам вернусь еще. Значит, сейчас вяжем пятку, закрываем, соединяем боковые петли. Провязала. 14 петля, последняя петля с боковой спицы, 2 вместе провязываем. Соединили, подтянули, первую снимаем, опять все провязываем, последнюю соединяем. Так, вяжем, соединяем крайние петли. Продолжаю закрывать пятку. Осталось у меня вот 6 петель до конца. Значит, я сделаю, как я говорила ранее, вот здесь убавки. Первую петлю снимаю, следующую провязываю. Далее 2 петли провязала вместе, то есть одну убавила. И также убавлю в конце ряда одну. Далее провяжу 3 ряда изнаночный, лицевой, изнаночный. И опять сделаю повтор, опять сделаю убавки. И всего у меня останется 8 петель. Значит, не довязала 4 петли, 2 провязала вместе, убавили одну, предпоследнюю лицевой и кромочную мы соединяем, закрываем. Вот так я буду делать убавки. Все, развернулась на изнаночную сторону провязываем по узору. Один лицевой ряд, потом будет второй, еще один ряд по изнанке и опять сделаю убавки. Довяжу до конца, закрою все петли. Убавим, закроем петли вверху и сделаем обвязку. Так, заканчиваем пятку. Закончили вязать пятку, закрыли обычным способом по 2 петли вместе. Последний ряд закрыли, все. На этом наша работа закончена. Вот такой вот следок у нас получился. Теперь вот этот вот верх нужно обязательно обвязать. Я в этот раз обвязала крючком. Один раз прошла столбиком без накидов. Далее вот таким узелками сделала. В предыдущих видео у меня есть такие обвязки, показывала я. Или же по всему верху можно набрать петли и вот сделать бейку обвязку. Также в предыдущих видео, в конце видео можно посмотреть, как я эту обвязку делаю. Кто со мной вяжет, те уже знают, как я обвязываю. Значит, сейчас я основным цветом один ряд пройдусь столбиками без накидов. И далее белым цветом пройдусь. Или же можно рачьим шагом обвязать. Это уже как душе угодно. Обвязка хорошо держит следок тогда. Так, обвязываем вверх. Самое простое, можно 2 раза по кругу пройти столбиками без накидов. Так, тоже можно. Так, обвязываю. Закончила я делать обвязку крючком
обрезала основной цвет. Один ряд я провязала столбики без накида, вот столько у меня еще пряжи осталось. 100 грамм до 40 размера, до 41 100 грамм должно хватить. Значит, далее что я сделала? Подвязала белый цвет, еще один ряд пройдусь белым цветом. Опять же, повторюсь, можно или крючком, или вот такого типа сделать бейку, обвязку. Значит, сейчас довяжу белым, и на этом у меня будет сегодня все. Так, как я здесь вяжу, значит, крючок у меня маленький, номер 5, 1,50 миллиметров. Через одну петельку пропускаю, ввела крючок, вытащила петлю, предыдущую петлю соединила 2 вместе, далее 1, 2 воздушных петли набрала, опять крючок ввела, вытащила петлю, опять соединила их, все. Теперь через одну петлю делаю следующую. Ввела крючок, вытащила петлю, захватила, соединила, 2 петли воздушных, 1, 2, ввела крючок, захватила ниточку, вывела и соединила обратно. И так до конца. Все, потом хвостики попрячем, здесь хвостиков почти нет. 1, 2, еще раз ввела крючок. Вот так хотела по-быстрому закончить и не туда ввела. Ну надо же. Соединила петельку, все, закончила. Опять одну петлю пропустила, ввела крючок, вытащила петлю, захватила нить, 2 петли вместе, 1, 2 воздушных, опять под дужку ввела крючок, нить вытащила, соединила, все. Вот такие вот узелки получаются в итоге. Все, девочки, на этом я с вами буду сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотры, за оставленные комментарии, подписки. Всем легких петелек. Пока-пока, до новых встреч.